Казалось бы, чем сегодня можно удивить человека, который видел BMW 7 серии, Mercedes S-класса и Porsche Taycan? Сделать машину еще больше можно, быстрее тоже можно. А если при этом поставить ценник примерно вдвое ниже немецкого премиума, вот тут уже становится интересно, потому что BYD приготовила довольно интересный ход. Новый Great Han – это больше 5 метров кузова, пневмоподвеска, управляемые задние колеса и заявленный запас хода больше 1000 километров у электрической версии. Его официальная премьера и старт предварительных продаж состоялись на автосалоне в Чэнду. При этом Great Han не модель, возникшая из ниоткуда. Первый BYD Han появился еще в 2020 году, в 2024 получил обновление, а годом позже в Китае представили второе поколение с приставкой L. Теперь же семейство пополняет самая крупная и технологичная версия – Great Han. Пока автомобиль предлагают только с полностью электрической силовой установкой, гибридные версии обещают позже. Great Han, или как его называют в Китае, Dahan, выйдет в 3 комплектациях, а стартовая предпродажная цена составила $37 200. И если сравнить эту сумму с немецким премиумом, то за эти же деньги в базовой комплектации вы получите, ну скажем так, голый кузов и 4 колеса. А что тогда предлагает Great Han за эти деньги? Вот это мы сейчас и посмотрим. Поэтому давайте разберемся, что это за автомобиль и действительно ли китайцы замахнулись на территорию немецкого премиума. С дизайном BYD Great Han, кажется, решили не мудрить. Взяли фирменную концепцию Dragon Face и просто выкрутили ее погромче. В итоге перед нами такой передок, что владельцу Mercedes S-класса впору пару раз оглянуться. Сквозная светодиодная полоса, те самые драконьи усы, активная решетка радиатора – все на месте. И выглядит это не столько агрессивно, сколько уверенно. А вот сбоку все неожиданно спокойнее. Покатая крыша плавно уходит в легкий фастбэк, и пропорции действительно выглядят гармонично. Здесь уже без дизайнерских фокусов, просто крупный автомобиль, к которому идут его размеры. Колеса, кстати, соответствующие, 20 или 21-дюймовые. На корме цельный монофонарь с довольно интересной 3D-графикой, а в кромку крыши интегрирован лидар. Он отвечает за работу водительских ассистентов и, что особенно интересно, доступен уже в базовой комплектации. С габаритами здесь вообще отдельная история. Длина 5256 мм, ширина почти 2 метра, 1999 мм, а колесная база 3130. В общем, это уже не просто большой седан, скорее яхта, которую зачем-то поставили на колеса. Причем BMW 7 серии здесь выглядит скромнее, баварский седан короче почти на 10 см. По цветам тоже есть из чего выбрать, 9 вариантов окраски, включая двухцветные комбинации. Причем на старте предпродаж их предлагают без доплаты. Но интереснее то, что происходит под кузовом. Здесь стоит интеллектуальная двухкамерная пневмоподвеска, которая позволяет менять клиренс в диапазоне 100 мм. Добавляем сюда адаптивную жесткость амортизаторов. Система в реальном времени понимает, как вы едете и что происходит под колесами, и соответствующим образом меняет настройки. И вот что особенно забавно на фоне этих размеров – задняя подруливающая ось. Благодаря ей радиус разворота Great Han удалось сократить до 4,95 метра. Это всего на 10 сантиметров больше, чем у крошечного Fiat 500. Ну и вес, конечно, соответствующий. В зависимости от батареи и комплектации от 2,3 до 2,5 тонны. Как мы уже отметили, пока в Китае стартовали продажи только полностью электрической версии. Базовая и средняя получили один электромотор на задней оси, 503 силы и 500 ньютон-метра. До 100 км в час они разгоняются за 4,9 секунды, а максимальная скорость составляет 240 км в час. Но если хочется еще интереснее, есть полноприводная версия.
К заднему мотору добавили передней мощностью 272 силы. В сумме система выдает 775 сил и 910 ньютон. И вот тут Great Khan уже совсем не выглядит просто большим семейным электромобилем. Сотню он набирает за 3,3 секунды, а максималка достигает 270 км в час. При этом под полом у всех электрических версий стоит батарея емкостью 102,3 кВт-часа. Это Blade второго поколения, работающий в составе 800-вольтовой архитектуры. Заявленный запас хода от 820 до 1008 км по китайскому циклу. Ну, китайский цикл мы знаем, оптимизма ему не занимать. Но даже если мысленно убрать процентов 30 и оставить то, что ближе к реальности, все равно получается весьма приличный результат. Но есть цифра, которая интересует не меньше запаса хода. На фирменной зарядной станции батарея с 10 до 97% заряжается всего за 9 минут. Позже у Great Khan появится и подзаряжаемая гибридная версия. Из известного на данный момент под капотом будет 1,5-литровый турбомотор на 156 сил. Моноприводная версия получит электромотор мощностью 272, а полноприводная – 2 электромотора с суммарной отдачей 544 силы. Здесь уже устанавливается батарея на 54,5 кВт-часа. Заявленный электрический пробег – 370 км. А вот внутри начинается самое интересное. Здесь явно не пытались просто поставить побольше дорогих материалов. Задача была сделать пространство, в котором действительно удобно находиться. По официальным данным, полезная площадь занимает 90,8% салона. И цифра вроде бы просто цифра, но в реальности это ощущается. Места много, при этом интерьер не выглядит перегруженным. Спереди два кресла с эффектом невесомости. Кожа напа, вентиляция, подогрев и массаж. Все, что обычно ждешь от автомобиля такого уровня, здесь уже есть. Сзади тоже все продумано. Спинки регулируются на 12 градусов и отдельная подставка для ног для правого пассажира. И вообще, внимание к деталям здесь чувствуется буквально во всем. Потолок отделан материалом под замшу, дверные панели мягкие, а декоративные вставки из белого ясеня обработаны вручную. Даже перчаточный ящик открывается не совсем обычно, с помощью пароля или голосовой команды. Для задних пассажиров предусмотрен потолочный экран, а на спинках передних кресел есть крепление для дополнительных мониторов. При этом задние стекла всего за секунду могут менять степень прозрачности, от полностью прозрачных до практически непрозрачных. Отдельная тема – тишина в салоне. Во всех 4 дверях установлены звукоизолирующие стекла, а по салону работает более 200 систем шумоподавления. Ну а если хочется не тишины, а музыки, здесь стоит аудиосистема Devialet с 31 динамиком и двухканальным усилителем на 2320 Вт. Плюс подсветка салона, которая подстраивается под музыку. И последнее – практичность. Багажник вмещает 500 литров, а спереди есть дополнительный отсек еще на 130 литров. Ну а теперь самое интересное – цены. У BYD Great Khan пока 2 заднеприводные версии с запасом хода свыше 1000 километров. В Китае за них просят 37 200 и 40 200 долларов соответственно. Ну а если хочется максимум, есть полноприводная версия за 44 600 долларов. Правда, есть один важный нюанс – это пока предварительные цены. Так что финальный ценник еще может немного измениться. И вот здесь BYD действительно заставляет немного пересмотреть привычные правила игры. Great Khan – это уже не история про много машины за мало денег, а вполне серьезная заявка на территорию, где раньше без немцев особо не спорили. 5 с лишним метров, 775 сил, пневмо, подруливающие задние колеса и салон, в котором явно думали не только о красивых цифрах. Конечно, вопросы к китайским производителям и определенные нюансы остаются, но сам факт действительно показательный. Еще несколько лет назад китайский премиум приходилось долго объяснять и оправдывать. Сейчас, похоже, объяснять нужно уже другое – зачем платить в 2 раза больше.
И, пожалуй, это лучший комплимент Great Khan. Он пока не победил немецкий премиум, да и говорить об этом рано. Но он уже заставляет его внимательнее посмотреть не только на конкурента, но и на собственный ценник. А дальше решать вам. Вот и финиш этого выпуска, но впереди еще много интересных обзоров. Ваш лайк и подписка – топливо, которое держит наш канал в движении. Делитесь мнениями в комментариях. Вместе мы делаем контент еще ярче. Желаем вам удачных маршрутов, полного бака и комфортных поездок. До новых встреч на канале.